Всем большой привет! Друзья, сегодня два рецепта заготовки на зиму из алычи. Кстати, слива тоже подойдет. Один рецепт — это пряная, несладкая алыча. Прекрасно подходит к мясу, к птице с солением, с лавровым листом и черным перцем. А вторая заготовка из алычи, из которой зимой очень легко можно приготовить ароматное, например, желе, кисель или компот, добавив по вкусу сахар или другие компоненты. Чаще всего именно такую заготовку я использую зимой вместо покупных пакетиков желе, которые продаются ароматизаторами и красителями. Готовится все очень просто. В банке просто насыпаю по половине банки помытых чистых ягод и из расчета на 1-литровую банку добавляю по 1 столовой ложке сахара. Потом зимой в такую заготовку уже непосредственно можно добавить то количество сахара по вкусу, которое вам нужно. Например, для приготовления двухцветного желе детям очень нравится. В такое желе можно ягоды замороженные добавлять. Заливаю теперь ягоды кипятком до самого верха и накрываю крышками. Банки стерилизую, на дно кастрюли укладываю полотенечко дежурное, накрываю крышками, заливаю в кастрюлю кипяток. Банки не стерильные, просто чистые, помытые. И с момента закипания воды в кастрюле засекаю 15 минут, закатываю крышки. Вот на дне может остаться немного сахара, поэтому встряхиваю немного банки. Укутывать ничем не надо. Второй способ заготовки — это пряные кисло-сладкие ягоды вместо маслин, например, к мясу. Тут у меня 1 килограмм желтой алычи. Она такая должна быть плотная, не переспелая. Если ягоды будут переспелые, вы потом увидите в конце, они немного темнее тогда будут, не такого цвета. И красная алыча, тут 2 килограмма, тоже ягоды плотные должны быть. Еще нужен лавровый лист, черный перец горошком, яблочный уксус и сахар. Из расчета на килограмм ягод, вот тут желтой алычи у меня ровно килограмм ягод, надо пол-литра воды. В данном случае я залила пол-литра кипятка. Добавляю 10 листиков лавровых. Дальше черный перец горошком, 1 чайную ложку с коркой. Далее добавляю 150 граммов сахара сюда же и 100 миллилитров яблочного натурального уксуса. Так как у меня кипяток, то мне просто надо довести до кипения. Только закипело, сразу отключаю огонь и заливаю ягоды этим маринадом. Вместо обычной холодной воды я взяла кипяток просто ради того, чтобы все быстрее закипело. Маринада этого может показаться вам недостаточным, он полностью не покрывает ягоды, так должно быть. Ягоды дополнительно пустят еще сок, и его количество потом со временем увеличится. Теперь ягоды накрываю просто обычной тарелкой и оставляю на 12 часов. Точно так же заливаю маринадом, только уже из расчета на литр кипятка. И двойную порцию добавляю сахара, уксуса яблочного. Вот залила я и красную алычу, перемешиваю так, чтобы более-менее все ягоды перемешались. Все накрываю крышками, оставляю на 12 часов. Прошло 12 часов. Ягоды пустили сок. Вот видите, там, где желтая алыча, она темного цвета. Это те ягоды потемнели, которые были очень спелые. С красной ягодой этого не видно. Теперь сливаю маринад с одних ягод из других. Перекипятила его и повторно заливаю теперь ягоды. Прошли вторые сутки, снова сливаю ягоды и кипячу маринад. Получается, ягоды я заливала 2 раза кипяченым маринадом. Теперь на 3-й раз
кипячу маринад, а ягоды перекладываю просто в чистые сухие баночки, желтые и красные алыча. И теперь третий раз заливаю уже в банках этим же маринадом кипяченым и отправляю в кастрюлю стерилизоваться. Накрываю крышками, на дно кастрюли укладываю полотенце, в кастрюлю заливаю обязательно кипяток, так как внутри банок тоже горячий маринад, чтобы банки не треснули, и с момента закипания засекаю 15 минут. Закатываю крышки и отправляю на хранение в погреб. Друзья, надеюсь, что эти рецепты заготовки такой ягоды, как алыча, вам пригодятся. А я с вами на этом прощаюсь. С вами была Виктория. Всем пока!